Хватит валяться на диване, давайте работать. Сегодня мы вместе с вами выполним вот такую анимацию. Клиент наш из Узбекистана, и это известный онлайн-кинотеатр, который называется TV.com. И заказ этот на $200. Материалы вы сможете найти и скачать под этим видео, а работу эту мы будем делать вместе с Димой Сокотнюком, участник моей команды. Давайте все вместе открываем After Effects, парам-пам, и приступаем к работе. Спасибо, Александр. Немножечко добавлю от себя. Да? Работу будем выполнять мы данную, которую выполнил участник нашей команды. Мы ее выполним без воссоздания звука. Это вы уже, если захотите, потом самостоятельно добавите. То есть такая вот приятная лонгая анимация с анимацией бэкграунда. То есть что у нас есть? У нас есть текстовый блокнот с текстом, который нужно вставить, и шрифт, который нужно использовать. И также у нас есть наше лого. Поэтому предлагаю перетащить лого в окно Project. Выбираем композиция Layer Size, нажимаем ОК. И создадим композицию, в которой мы будем работать. Давайте назовем ее сразу Main. 1920 на 1080, 5 секунд будет достаточно, поэтому создаем и приступаем. Начнем мы с того, что мы анимируем наш background. Да? То есть мы в панели инструментов автора сжимаем здесь, выбираем Ellipse Tool и создаем такой красный плотненький эллипс. Якорную точку Ctrl-Alt-Home отправить в центр. Давайте переключимся на мышку и попробуем немножечко подправить, растянуть, да, чтобы он чуть-чуть такой был более плотный. И создадим анимацию. То есть выделяем слой, нажимаем P на клавиатуре. У нас открывается параметр анимации позиции. Фиксируем ключ. Переходим на 40 кадров. Да? Опускаем его в нижний левый угол, вот сюда. Потом переходим на, давайте, раз, два, три, на 30 кадров. То есть нам нужно создать сейчас это движение этого овала. Да? Теперь переходим на 30 кадров, включим title, чтобы видеть разметку композиции. И опустимся где-то вот вниз композиции по центру. И потом через 50 кадров, уже до конца, до 4 секунды, мы делаем так, чтобы она уходила вниз, да, чтобы она скрылась здесь. Единственное, что мы можем посмотреть, у нас такой путь очень острый, да, как его сделать более мягким. Мы включаем инструмент Pen Tool, выделяем путь наш вот здесь и нажимаем на точку. У нас путь становится такой более мягким, мы его можем подправить, если мы хотим как-то, да, чтобы движение было по-особенному, и смотрим. То есть движение уже получилось интересно. Единственное, что осталось сделать, ключи графики скоростей настроить. Выделяем последний ключ F9 и первый F9, делаем их мягкими. А эти ключи мы превратим в автобезье, то есть чтобы автор сам просчитал, как их выровнять, чтобы у нас была анимация без остановки, но приятно выглядела. То есть выделили эти ключи, зажали Ctrl, нажали на них, и они стали такими круглыми. И если мы откроем графики скоростей, вы видите здесь как бы оно похоже на мягкие ключи, только нет остановки, да, у нас не происходит никакой остановки. И теперь мы смотрим, вот такая вот приятная анимация. Как нам ее отзеркалить? Все просто. Мы закидываем наш элемент в прекомпозицию, выделили, нажали Ctrl-Shift-C, назовем, давайте, circle, да, круг. И мы его дублируем, Ctrl-D. Нажимаем букву S на клавиатуре, и мы его просто отзеркалим по скейлу, установим минус 100 значение. То есть он у нас будет выполнять такое же действие, только в другой части экрана. И я предлагаю его перекрасить немножечко с помощью эффекта Fill. Да? Перекрасим его в лого клиента. Как нам взять лого клиента цвет? Мы просто открываем, находим здесь лого, это, да, вот этот треугольник, нажимаем на него 2 раза. Он у вас, скорее всего, откроется вот таким образом. Вы его зажимаете и перемещаете, просто размещаете сбоку, чтобы он был, да. И мы потом берем эту пипетку и берем вот этот цвет лого. То есть у нас получается один цвет, чтобы круг был как лого клиента. Супер. Осталось настроить эффекты. Как сделать так, чтобы эффекты применились сразу на все элементы? Нужно создать Adjustment Layer. Ctrl-Alt-Y. Создаем Adjustment Layer и будем пользоваться двумя эффектами. Первый эффект — это радиальное размытие, Fastbox Blur, да. Мы добавляем на Adjustment Layer и устанавливаем здесь очень большое значение в районе 300, чтобы у нас оно размылось
И если вы посмотрите, теперь, когда они движутся, то есть свечение, оно с ним ничего не происходит, оно просто движется. Это не очень хорошо выглядит. Чтобы это выглядело отлично, мы добавим эффект искажения Turbulence Displays на Adjustment Layer. По настройкам этого эффекта Amount мы оставляем 50, а Size мы увеличим в 10 раз, то есть поставим 500. И чтобы происходило постоянное вращение, нам нужно анимировать именно Evolution. Видите, тогда свет вот очень интересно анимируется. Поэтому мы нажимаем здесь на часики возле Evolution. У нас здесь ничего не появляется. Выделяем Adjustment Layer и нажимаем U на клавиатуре. У нас открывается ключ Evolution. Переходим на 4 секунду и сделаем, давайте, оборот на 1,5 круга. То есть 1 плюс 180. У нас получается 1,5 круга оборот. И вот у нас уже, в принципе, такая вот приятная получается анимация. Единственное, что мне не сильно нравится, как мы сильно уходим в угол, да, у нас свечение из этого пропадает, поэтому откроем позицию, вернемся к этому ключу и немножечко вытянем его поближе к экрану, чтобы это выглядело отлично. Все, супер. Выделяем этих два круга с Adjustment Layer. Нажимаем Ctrl-Shift-C и назовем это Background. Готово. Единственное, что нам нужно, чтобы background появился постепенно, поэтому выделяем слой, нажимаем букву Т на клавиатуре, открывается параметр прозрачности и создаем анимацию. В начале 0, через 20 кадров. Давайте мы сделаем 70, да, чтобы у нас не сильно засвечивался экран, мы opacity до 100 не будем доводить. Сделали 70, получаем такой вот результат. Ключики здесь можно появление opacity мягкими сделать. А чтобы результат еще интереснее выглядел, мы сдублируем этот background, сместим его на 5 кадров. Раз, два, три, четыре, 5. Да? И с помощью эффекта Tint мы его перекрасим в лого клиента, чтобы это свечение было больше похоже на такой вот светлый оттенок клиента. И теперь я включаю. И у нас, смотрите, вот такой вот приятная происходит анимация бэкграунда. Супер! Первую часть мы закончили. Вторую часть я предлагаю, будет проще всего начать с анимации текста. Мы открываем наш блокнот и смотрим шрифт Lato Black, и вот нам нужны вот эти две фразы. Поэтому копируем первую фразу, возвращаемся в After Effects, нажимаем на инструмент текст. И просто один раз на экране. Готово. И вставляем наш текст. Все, у меня сразу настроен текст, поэтому давайте мы откроем шрифт у меня нужный стоит, Lato Black. Поэтому мы откроем View, Character здесь найдем, Character, и настроим этот текст. То есть, что нам нужно настроить? Во-первых, шрифт, подобрать шрифт. Шрифт это в районе 60, где-то вот 60-65, он будет хорошо, он будет небольшим и хорошо выглядеть. И немножечко увеличим межбуквенное расстояние, потому что у обычного шрифта эти буквы немного близко друг к другу, и мы просто здесь установим значение 30. После этого мы делаем Ctrl-Alt-Home, Ctrl-Home, отправляем в центр и создадим маску. То есть мы этот текст будем проявлять с помощью маски. Нажимаем Ctrl-Y, будем это делать с помощью Solid. И опускаем этот Solid вниз текста. Все, супер. И создаем анимацию нашего текста. Выделили ключ по позиции, зафиксировали, это наш конечный ключ, и переместили его на, давайте, на 15 кадров. А давайте на 20. Будет проще считать. На 20 кадров вначале опустили вниз, выделили ключи, сделали мягкими, график подправили, сделали, чтобы в конце было замедление, и включили TrackMate. В новых версиях мы просто выбираем из списка здесь нашу маску. Давайте мы ее назовем маска, чтобы легко ориентироваться, да? Выбираем маску. Если у вас старая версия, у вас просто здесь нужно выбрать Alpha Inverted. Но мы в новой версии выбираем вот таким образом. То есть у нас уже появление текста происходит. Супер. Дальше мы этот текст дублируем, Ctrl-D, с маской, поднимаем вверх. И давайте мы сместим. Анимация у нас будет текста 1 секунду 15 кадров. И вторая анимация произойдет точно так же. Единственное, что мы поменяем наш текст. То есть мы открываем наш блокнот, копируем снова текст, нажимаем 2 раза на текст и меняем его, Ctrl-V. Все, видите, у нас теперь другой текст. Единственное, что да, у нас накладывается текст. Анимацию пропажи мы никакую не будем делать. Мы сделаем так, чтобы он просто резко пропал. Alt, квадратная скобка. Подрезаем. Смотрим на анимацию текста. Все. Супер. То есть анимация текста в принципе готова.
выделяем, закидываем в прекомпозицию. Ctrl-Shift-C и назовем ее текст. То есть у нас два блока уже анимации готово. Бэкграунд, текст, остался сделать появление самого лога. Открываем материалы, которые мы импортировали, и переносим их. Как правильно перенести, это создать нуль объект. Ctrl-Shift-Alt-Y. Выделяем элементы и по parent их привязываем к нуль объекту. Выделяем с нуль объектом все элементы, Ctrl-C, переходим в главную композицию, Ctrl-V. Видим, что элементы не по центру, выделяем нуль объект, только нуль объект, и Ctrl-Home отправляем в центр. Текст нам пока не нужен, мы его отключим, чтобы и бэкграунд, они нам сейчас не нужны, будем делать лого анимацию. Все. Единственное, что слишком большой размер, поэтому я предлагаю немножечко уменьшить. 55 отлично подойдет. После этого нуль объект удаляем. Также мы подпишем сразу элементы, да, на таймлинии, чтобы мы легко могли ориентироваться, где какой элемент, чтобы у нас потом не возникало никаких трудностей, да, таким вот образом. И приступим к анимации данной скобки. Я ее предлагаю сдублировать, чтобы у нас остался оригинал расположения элементов, поэтому мы выделяем элемент, нажимаем Ctrl-D, дублируем. То есть у нас теперь две этих стрелочки. Эту стрелочку мы отправляем в центр, Ctrl-Alt-Home, Ctrl-Home, и будем ее анимировать с помощью нуль объекта, да, потому что у нас сейчас параметр scale 55, и это не совсем удобно, да, как бы мы привыкли анимировать там от 0 до 100 и в этих пределах ориентироваться. Поэтому создаем нуль объект, он также в центре, и привязываем эту скобку к нуль объекту. А появление наше начнется с того, как скобка такая вот огромная, да, и она немножечко будет увеличиваться. То есть она будет сначала у нас увеличиваться. Она будет, во-первых, большой, после она немножечко увеличится, и она начнет уменьшаться. Поэтому выделяем нуль объект, нажимаем букву S на клавиатуре, у нас открывается нуль объект, и фиксируем параметр, первый ключ. Первый ключ у нас будет 180, после у нас 15, давайте, кадров. Раз, два, три, четыре, 5. 15 кадров будет элемент увеличиваться, да, чтобы получить такой вот эффект увеличения. И после мы будем уменьшаться. Раз, два, три, 4. 40 кадров мы будем уменьшаться до 100. Угу. 40 кадров, давайте посмотрим. Мне кажется, 40 кадров это будет долго. Давайте сделаем все-таки 30 кадров. И в момент, практически, когда у нас уже закончилась анимация, да, по уменьшению, мы уже начнем наше движение. То есть давайте за 10 кадров до завершения уменьшения мы начнем движение. Как нам добавить параметр по позиции, чтобы мы видели scale при этом? Зажимаем Shift плюс P, у нас открывается также у нуль объекта параметр позиции. Мы его фиксируем и переходим, давайте, на раз, два, три, на 30 кадров и смещаем просто в левую сторону, пока мы не станем на свое место. Супер! То есть у нас уже такая вот приятная анимация. Единственное, что ключи линейные это не очень хорошо выглядит, поэтому мы выделяем все ключи, нажимаем F9 и будем подправлять немного анимации. То есть, во-первых, исправим анимацию по скейлу, чтобы у нас не было вот этой остановки при увеличении, чтобы у нас сразу, то есть добавим немножечко скорости, потому что, видите, оно вроде хорошо выглядит, но добавить скорости было бы прям здорово. Первое, мы уберем остановку, чтобы у нас не происходила остановка во время анимации по скейлу, да, мы сместим вот таким образом эти ключики, замедлим в начале, да, ускорим в конце анимацию нашу по скейлу. Вот таким вот образом. Немножечко давайте еще поднимем эти ключики. То есть мы стараемся, чтобы у нас не было здесь остановки, поэтому мы сместили эти параметры. Давайте сейчас посмотрим, как у нас теперь по скейлу выглядит график. Да, то есть вот видите, в принципе уже очень получился хороший результат. Единственное, что, наверное, немного еще ускорить в конце. То есть мы выделим данную сторону графика и в правую сторону сместим. И посмотрим на наш результат. Да, в принципе, выглядит хорошо. Единственное, что нужно ускорить позицию, чтобы в начале немного было побыстрее, а в конце медленнее. И у нас уже все готово, отличный, приятный результат. То есть у нас элемент начинает уменьшаться и также двигается в сторону. И мы теперь во время этого уменьшения и смещения сделаем проявление всех вот этих букв логотипа.
Но нам для того, чтобы это красиво сделать, нам понадобится маска. Поэтому давайте перед тем, как элемент по позиции начнет двигаться, мы создадим маску. Для этого мы включаем Pen Tool. Убираем, здесь строк делаем 0. И главное, чтобы у вас здесь был fill, то есть чтобы не было вот таким образом, да. Обязательно это проверьте. Выделяем fill, выбираем заливку. Цвет заливки вообще не важен. Выберем какой-то контрастный, чтобы он не сливался. И смотрите, создаем по самому логотипу, но когда будем выходить из логотипа, нам нужно по краю выйти обязательно. Это очень важно, чтобы у нас только чтобы буквы за логотипом прятались, да. И здесь так же само мы по логотипу входим, да, вот таким образом. А где мы там заканчиваем на самом логотипе, это вообще роли никакой не играет. Все, у нас готова маска для букв. Мы эту маску привяжем по parent к нуль объекту, чтобы она вместе двигалась с этим нуль объектом, то есть чтобы когда будет двигаться наша скобка, чтобы маска никуда не пропадала. Угу. Супер. Теперь мы эту маску опустим над буквой первой, сдублируем эту маску, поднимем над второй буквой, третью. То есть, если у вас новая версия, это в принципе делать не нужно, можно одной маской воспользоваться. Но тех, у кого старая, вы дублируете и размещаете над буквами. После чего вы у каждой буквы включаете TrackMate. То есть в данном случае нам нужен, мы включаем везде TrackMate, нам нужен Alpha Inverted, да? В новых версиях включается таким образом, в старых просто достаточно у слоя буквы выбрать Alpha Inverted. Угу. Так. А вот как раз у буквы Т мы выберем Alpha Matte. То есть нам нужно, чтобы наоборот буква Т была видна, когда она совпадет с маской. То есть все, у нас в принципе, смотрите, анимация получается. Осталось добавить анимацию текста. А анимацию текста мы начнем делать в момент, когда у нас уже будет смещение по позиции. Поэтому мы выделяем наши маски, наши тексты, и alt-квадратная скобка, мы их здесь подрезаем. Что мы будем делать за анимацию? Мы будем анимировать по позиции плюс scale. Все. Можем нажать тильда на клавиатуре, чтобы развернуть этот параметр. Нам сейчас не важно, что у нас на экране. Мы сейчас будем настраивать анимации. Выделили, да, только смотрите, мы выделили с масками, мы снимаем выделение с масок, нам нужно анимировать только сами буквы. Давайте выделим еще раз все элементы. Нажмем U на клавиатуре, закроем. У нуль объекта нажмем U, откроем все наши ключи. И теперь выделим буквы зажатым Ctrl и откроем. Нам понадобится позиция и Scale. То есть фиксируем позицию плюс Scale. Давайте сделаем анимацию на 20 кадров. Alt-Shift, стрелка вправо сместили на 20 кадров. И в начале давайте мы сделаем Scale немножечко больше, чтобы у нас как бы анимация уменьшения тоже происходила. Все. И теперь осталось создать, нажимаем снова тильду, и осталось создать анимацию по позиции. С этими буквами, которые с правой стороны, это очень легко. Мы их выделяем зажатым Ctrl, да, и мы их смещаем таким образом, чтобы они были за пределом нашего лога. Вот таким образом, да. А вот эту букву Т мы наоборот двигаем в другую сторону, чтобы она была с правой стороны за нашим логотипом. Все, выделяем эти все ключи, делаем F9, делаем замедление в конце, да, то есть чтобы вначале была скорость повыше. Также предлагаю включить Motion Blur, это чтобы когда элемент по позиции двигается, его будет немножечко размывать, да, и оно будет интереснее выглядеть. И все, что нам осталось сделать, это настроить ступеньку в анимации. То есть выключаем наши графики и строим ступень. То есть сначала появляется буква М, потом выделяем все остальные и на 2 кадра смещаем. Раз, два. После снимаем выделение с буквы О и маски буквы О и снова раз, два. Так же самое с буквой С. Раз, два. То есть у нас появляется такая ступенька, но единственный момент здесь, да, что как-то они начинают разгоняться, когда только логотип уменьшается. Поэтому я предлагаю сделать такой хитрый ход. Мы выделяем наши буквы, открываем параметр анимации, выделяем все вот эти ключи и Alt-Shift, без шифта Alt, стрелка влево, буквально на 2 кадра. Что мы этим сделали? Мы сделали такое, что слой до того, как он появился, он уже будет иметь скорость, и когда он уже появится, он будет появляться с скоростью, и это будет очень хорошо выглядеть. Супер. Выключаем логотип,
который нам не нужен, дубликат, для того, чтобы мы могли разместить на месте. И выставляем теперь все наши слои. Включаем наш background, включаем наш текст. Единственное, что текст появляется, да, у нас он должен появиться уже в конце анимации, когда у нас логотип собрался. Давайте откроем нуль объекта. Вот здесь у нас текст начнет появляться. Предлагаю его, чтобы легче было ориентироваться, поднять в самый верх и сместить на данный ключ. И теперь смотрим на результат. И вот мы получаем приятный результат. Единственное, что мы композицию с текстом опустим просто вниз, чтобы она была под нашим логотипом. И вот мы уже с вами очень быстро, без каких-либо трудностей, повторили анимацию данного проекта. Чтобы у нас вначале была пустота, то есть там буквально пару кадров, мы подрежем, на раз сместимся и на 2 кадра подрежем эту композицию, то есть чтобы у нас был черный экран и просто лого резко вот таким образом появляется, да, и происходит такая вот анимация. Достаточно простая, то есть вы уже даже с базовыми навыками After Effects можете легко ее повторить. А клиент нам ответил: все очень круто, обязательно обратимся еще. Рахмат. Спасибо клиенту за это сообщение, спасибо вам за лайки, комментарии и распространение этого видео. Также делитесь своими результатами в социальных сетях и отмечайте меня. К примеру, в Instagram, будет приятно посмотреть. А если хотите пройти полноценное обучение, то приходите на мой курс. Я его провожу примерно 1 раз на 2 либо 3 месяца. Предзапись и вся информация внизу под этим видео. Мирного неба и тихой ночи. Всем парам-пам.